Доброго времени суток. Сначала мой маленький рассказ. Думаю, вам будет интересно, а потом супер интересная позиция. Ну вот позиция, которая стоит, видите, на доске, покажется вообще от слова вообще неинтересная, да? Но что потом было, ну я вам советую посмотреть. Просто советую посмотреть. А начну рассказ с того, что недавно, совсем недавно, ну и сейчас еще продолжается ажиотаж, как вы помните, знаете. То есть в Солнечную систему вошли пару космических тел. И вот я вспомнил, что я читал лет 20 назад, наверное, может лет 20, да, где-то вот в это время. Книгу, достаточно интересную книгу. Первая глава была посвящена атлантам. Это одна из цивилизаций, которая была на Земле. Ну, я не знаю, подтвержденная, не подтвержденная, но ссылались на то, что было это в архивах КГБ. Причем там не то, что их раскрыли, а кто-то просто читал вроде бы эти архивы КГБ. Но я не знаю, это хайп или это действительность. Но идея такая, что атланты, когда уже начался момент исчезновения проблемы с их цивилизацией на Земле, они переселились куда-то в другое место, и это место находилось достаточно далеко. И вот они иногда прилетают на Землю, но их не путь, ну то есть там система какая-то, космическая система, то есть возможно раз в сколько-то лет, тогда достаточно быстро, быстро вы будете смеяться, то есть для нашего, на наши годы там, по-моему, 100 лет, то ли туда-обратно получается, 100 лет получается путь. То есть большой корабль, очень большой корабль прибывает сюда на Землю, но они тут, видно, посещают тех атлантов, которые остались. Возможно, что у них какие-то тут свои агенты, наверное, еще что-то тут есть. И вот интересные моменты по поводу посещения. Ну, они живут больше, естественно, чем мы. То есть писали тогда, по-моему, лет 600 они живут. И вот специально отбирают в делегацию, не в делегацию, а в команду, наверное, вот в этот большой, огромный космический корабль, тех людей, которые играют в шахматы, шахматистов. То есть там предпочтение вообще отдается шахматистам. И вот я подумал, ну неужели эти шахматисты пользуются шахматными программами? Конечно нет, потому что именно им нужно вот в эти 100 лет как-то скоротать досуг на космическом корабле. Ну, естественно, я думаю, что никаких программ нет. У них, наверное, программы эти вообще под запретом, потому что вот развитие интеллекта, наверное, важнее программ, каких-то результатов, я думаю, у них там, ну, нету таких даже соревнований, как у нас. Но вот такой момент. Кому-то может интересно, кому-то нет. Ну, давайте дальше смотреть партию. А партию специально подобрал. Почему? Потому что, наверное, никакая программа не догадалась бы сыграть вот эти вот осложнения, да, вот эту партию. Ну, я думаю, что только человек мог сыграть вот эту симпатичную партию, и вы сумасшедшую, я бы сказал, сумасшедшую партию, и вы сейчас, можно сказать, в этом убедитесь. Хотя соперники очень были, ну, их обоих я знаю, очень хорошие игроки, но вот сыграли интересную партию, и молодцы они, конечно. Сумасшедший ты сказал для себя, а интересно это для них. Дабы не обиделись, потому что партия очень красивая, и молодцы, что они ее сыграли, конечно. На 18. Ну вот, видите, вклинился. Эрна Пелсман играл с Джоном Вандерборстом. Джон Вандерборст играл когда-то со мной в одном клубе. Мы одноклубники, то есть хорошо его знал. Ну и Эрна Пелсмана тоже я хорошо знаю. И вот я жалею очень, кстати, что в 91 году мне не удалось сыграть юношеский чемпионат мира. Как раз он выиграл его, и вот он выходил с возраста уже. Это было бы интересно. Я думаю, что вот в тот момент как раз это было интересное бы соперничество. Потому что я как-то
Потом после этого чемпионата мира приезжал туда, в Голландию, то есть играл с его одноклубниками, но с ним мне не удалось сыграть. По-моему, кстати, всех я выиграл тогда одноклубников, то есть мы такие блиц-партии быстро играли. Но вот с ним не удалось сыграть. 15-20, 41-37. Вот здесь, если куда-то ходить сюда, то 44-40, и непонятно еще как вот. Во-первых, ну, если даже заберем шашку эту, хотя есть предпосылки, что не заберут черные вот эту шашку, позиция будет не очень. А если куда-то на 13, можно 44-40, и вот эта вот шашка 22 будет под игрой. И развитие, и по темпам, конечно, по темпам не очень хорошее развитие у черных. И вот видите, здесь нету шашек, то есть позиция не очень хорошая. Поэтому нападать нет смысла, мне кажется. 14-19. А здесь уже вот на этот ход будет отбой. Тут не будут уже белые меняться, нигде будет отбой. И опять вот эта шашка очень серьезно будет стоять. Ну и вот пойди, попробуй, забери вот эту вот шашку. Очень, конечно, такая картинная позиция. Кто, если захочет проанализировать, проанализируйте. Очень, конечно, интересно все. 10-14 было. Давайте чуть посмотрим пару моментов. Ну, можно, конечно, 43-38. Но я думаю, что так бы Эрна не играл все-таки. 28-22, 16. Ну, вот вроде бы забираем эту шашечку. Но меняемся на 27. Смотрите, какая интересная позиция. На 27. Сумасшедшая просто позиция. Не очень нам нравится. И вот давайте попробуем забрать шашку. Ну вот она, покуда, видите, она покуда не забирается. То есть, если так, то вот эти вот есть варианты. Ну, я думаю, что какие-то варианты есть, конечно. Конечно, какие-то варианты есть. Я жду от вас в комментариях. Но вот тоже такие моменты, видите, интересные. На это 27-22 просто. И вот что делать с этой шашкой, видите? Тут какие-то вопросы. Конечно, может какие-то планы есть за черных. То есть я вижу там 20, 24 и так далее. Есть, но опять. Давайте вот этот может. Допустим, так как-то. И хотим забрать эту шашку. Ну, тогда может, кстати, да. Ну, здесь может это удается. 48 может, да. И на этот ход, наверное, все-таки да, 44. Ну, может, даже не удалось. Но есть, какие-то вот есть моменты очень интересные. Может, так бы и не ходил Эрна, то есть решил бы, какие варианты лучше. 38-33. Ну, вот видите, никуда уже не нападешь. То есть сюда нападать нельзя. Сюда нельзя, потому что будет так. Кстати, очень интересный бы ход. Здесь продолжение очень интересно. 28-23. Допустим, куда-то на 26, 44-40. Тоже очень интересное продолжение. То есть надо как-то забирать. Но вот видите, сумасшедшая позиция просто. 31 висит. А здесь вот это тоже 22 как-то не очень хорошо. То есть 45-40 подходим, 2 хода. И тут грозит момент с 19, а на 13 куда-то влезаем. То есть в тупки влезаем. Сюда. Ну вот 19-24 было. 20-24, если... Ну, вот эта комбинация не проходит. Я вам специально ее показываю, потому что показать разнообразие этих вот стоклеточных комбинаций. Плохо здесь. Там еще можно отдавать. Ну, здесь бы пошли просто 37-31. И вот здесь опять, понимаете, вот здесь опять можно обострить, дико просто обострить позицию. 34-39. Ну вот, отбились. Ну и просто сумасшедшая позиция, то есть, не знаю, конечно, интересно бы такую позицию поиграть было, просто интересно. Несмотря на то, что это клубный чемпионат Нидерландов, как я уже говорил, клубный, так не просто за команду играешь, боишься тоже подвести, но позицию поиграть, конечно, ну вот, просто, я не знаю, хочется эту позицию поиграть. В партии было вот так вот. Видите, потихонечку черные увлеклись окружением, и за счет этого они получили худшую позицию. То есть, если им надо было ничья, то им надо было где-то, ну, уже позаботиться об размене заранее.
Вот здесь вот 11.17 было, ну на 8 понятно. Вот это все не проходит. А 11.17. Вот здесь вот 31.26. Мне не сильно понятен ход, но видно уже надоело вот это вот напряжение. Он решил, потому что командное, вот я только подозреваю об этом, командное соревнование, он решил идти в открытую позицию, потому что там действительно открытая позиция, ну я считаю, что хорошая у белых. Почему? Потому что вот эта вся группировка, видите, она, ну не должна она играть, и она плохая, она куда-то уходит на фланг, и вот эти шашки покуда держат. Поэтому он решил все-таки 31-26, а так можно было 35, 38, ну вторгнуться опять грозит, да, грозит. Ну вот эти интересные моменты, ну тогда так играть. Ну вот видите, опять сумасшедшая позиция, ну я не знаю, как ее считать, понимаете, если, ну, позиция очень счетная, то есть я думаю, что уже к этому моменту 30 ходов, то есть уже голова просто идет кругом. Здесь не психология, а здесь уже просто голова устала. Если работа вот такая интенсивная идет, ну, я знаю сам по себе, очень тяжело, очень тяжело. Другие виды спорта бывает, ну вот, говорят, что нам легко, но нелегко в шашках. 100 клетки я играл, то есть очень тяжело. И сегодня, кстати, вот... Мой коллега звонил, он один раз во время соревнований по шахматам за день потерял 3,5 килограмма. 3,5. Ну вот, позиция получается 24-29, конечно, 19 может быть. Ну, можно 19 где-то даже сводить вот к этим позициям, что в партии, потому что вот эти ходы, наверное... Вот этот план тоже очень, очень сильно, кстати, забил. Тоже непонятно, что делать. Честно говоря, вот, если бы я увидел его, то я бы испугался. То есть сложно играть. А вот что в партии было. 32. Сейчас вы еще увидите тоже интересный момент. 19-23 вот он решил отдать. Сейчас я смеюсь. Вы уже догадались, почему я смеюсь. Надо было 8, наверное, вот эта позиция. Вспомните мое вчерашнее видео в русские шашки, и вы поймете, почему я смеюсь. Можете даже вот на этом месте остановиться, да, и посмотреть то видео русские шашки. Да, и вы поймете, что здесь было у белых. Просто поймете. Ну вот, видите, на 18 опять вторжение. То есть сумасшедшее, просто сумасшедшее. Вчера вот эти дамки были в русских шашках, когда дамку нельзя было ставить. А сегодня вот эти вторжения. Выиграна позиция. Ну вот он специально отошел на эти позиции. Видите, 5 шашек здесь просто утыкаются в эту группировку. И... Ой, так, обождите. Все, я уже на начало перекинулся. Ну, выиграно. Почему-то у меня что это такое? Выиграли. Здесь, получается, выиграли. Белое. Понятно, что здесь выиграно. Итак, рассказ, думаю, может интересно, он мне интересный был, но вот я опять все о компьютерах, то что все-таки надо как-то в наших видах спорта больше думать головой, и чтобы именно вот эти вот, как можно сказать, партии на нас воздействовали благоприятно на мозг, потому что все-таки компьютер — это определенная деградация, хотя, ну, есть нюансы. Я, может, когда-то еще обращусь к одной теме, потому что недавно очень интересная публикация была Гаты Камского в телеграм-каналах. Я, может, как-то к ней обращусь и кое-что по ней, то есть, ну, для вас, может, расскажу, какие-то определенные выводы сделаю. Ну, он в чем-то прав там, конечно, естественно. Итак, до новых встреч.